Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что уйдет навсегда? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Зима и гололед. Вот сразу хочется сказать. Вот настолько зима, настолько вот абсолютнейший штиль, да, вот в жизни, особенно в чувствах. Вот я не вижу каких-то бурь и страстей, я не вижу какой-то личной жизни. У некоторых из вас могут проигрываться, да, какие-то легкие связи, но и то это так, единичные редкие моменты. А так вы сейчас как-то больше заняты работой, вы больше заняты собой, какими-то вот мечтаниями своими. Причем я вам скажу, что вы очень мечтаете о любви. Вы мечтаете именно о таких вот партнерских, что ли, отношениях, когда вот все люди делают вместе, да? Когда строят вот те же самые отношения кирпичик по кирпичику, помогают друг другу, вкладываются. То есть вы такой человек, знаете, ну, очень светлый, солнечный, я бы сказала. Вот вы не теряете надежду, несмотря на то, что вот как бы сразу у нас выпало, что у вас, да, зима в душе. Но тем не менее, вот работа сейчас ваша единственная отдушина, работа и мечты. Вы такой, знаете, вот настолько вот легкий еще человек, я бы сказала, легкий на подъем, наверное, да, вот если куда-то мчать, особенно если это интересно вам, то с легкостью, да, вы помчите, вы поедете, если вас о чем-то попросят, ну, даже в чем-то, наверное, вы безотказны, особенно если вас просят близкие, любимые люди. Так, да, вот вы все-таки вот мечтаете о любви. Вот именно, знаете, не сколько о любви, а сколько о семье. Вот вам очень и очень не хватает женщины, которая стала бы вашей женой. Вот вы настолько семейно ориентированный человек, настолько, вот знаете, наверное, вот все-таки семья у вас даже важнее всего, превыше всего. Это может идти и от воспитания вашего, как-то вот вам с пеленок привили родители, может быть, да, что и семья, семейные ценности, традиции, это очень важно, это святое. Вы вот планируете, вот если вы будете заводить отношения, то это будут именно серьезные отношения. Да? То, что там попадаются периодически одноразовые, вы их даже не рассматриваете. Это так, как говорят, да, поматросили и бросили. Но, тем не менее, надежда вот есть. Надежда и очень сильная вера. Как бы вам не было тяжело, да, вот вроде бы зима, гололед в душе, но вот какой-то вот огонечек надежды у вас не погас, я вам скажу. Плюс вы такой довольно решительный человек. Вы вот можете даже, допустим, резать правду матку. Вы что думаете, то и говорите. Вы очень не любите лицемерие, стараетесь как-то вот жить по совести. И опять же, вот этот период, который сейчас идет, да, вот вы стараетесь как-то избавиться от вот этих негативных эмоций, вы стараетесь как-то отвлечься, стараетесь, вот кто-то в работу, может быть, уходит, чтобы немного забыться, отвлечься. Некоторые из вас, кстати, могут уже начать знакомиться. Вот несмотря на то, что как-то грустно и пусто в душе, вот вы делаете уже, может быть, какие-то первые шаги, чтобы познакомиться с новыми женщинами. То есть, ну, вы не будете сидеть, там, мечтать, смотреть на небо и ждать у моря погоды. Нет, вы такой довольно решительный человек. Как бы вам больно не было, вы будете действовать. Хоть понемножечку, по крупицам, но будете действовать. От чего же вы избавитесь? А избавитесь вы от одиночества, я вам скажу. Вот ваше одиночество, оно уйдет навсегда. И это здорово, кстати, вам скажу. Вот то, что вы хотели, те кардинальные перемены, которые вы о них мечтали, думали, да, вот они все-таки произойдут. В вашей жизни появится новая женщина. Может, у кого-то проигрываться, она будет земного знака зодиака. Скорее, это будет, наверное, ну такая темноволосая женщина, брюнетка, шатенка.
женщина, которая, она в принципе и сама хорошо зарабатывает, она умеет тратить деньги, она умеет распоряжаться деньгами, она следит за собой, она ухоженная. Но я не могу сказать, что она прям такая вот активистка. Вот в чем-то, вот может быть в темпераменте даже вы с ней немного отличаетесь. Вы более такой активный, более живчик, она такая, ну, более спокойная, рассудительная. Хотя, в принципе, и вы, я вам скажу, вы тоже так логический ум частенько включаете. Вы тоже думаете, когда вот нужно принять, допустим, какое-то серьезное решение, вы включаете все свои вот эти потайные, скрытые таланты, весь свой ум, рациональное, иррациональное, в общем, все, что можно, вы включаете, обдумываете, обмозговываете и принимаете решение. Ну, то есть, вот немножечко вы будете расходиться в ваших темпераментах. Но, в принципе, в этом ничего страшного нет. Как говорят очень часто, противоположности притягиваются. Так, что еще у вас будет происходить в вашей жизни? Вот знаете, вот такой период жизни у вас начнется довольно вот сытый во всех отношениях. Вот если у кого даже были финансовые проблемы, я вам скажу, что там как-то вот у вас все наладится. Либо же вы поменяете работу, либо вам долги отдадут. Ну, то есть ваши вот эти финансовые проблемы, они ведь тоже решатся. И вот это одиночество плюс финансовые проблемы, они уйдут из вашей жизни. Причем вот будет, знаете, какая-то вот гармония, баланс такой, вот баланс всего. Жизнь начнет, знаете, вот с этой женщиной у вас, наверное, немножко поспокойнее жизнь станет. Вот когда у вас начнутся новые отношения, вы поспокойнее будете, потому что она не из тех, кто будет мчаться, там тусить где-то, посиделки какие-то, нет. Вот она, наверное, из тех, которые больше любят, вот пусть вдвоем, но где-то спокойно посидим, либо же дома там чем-то займемся, там, я не знаю, можно чем угодно дома заняться, да, тот же романтический ужин. Ну, как-то вот, если вот сейчас, вот вы такой живчик, вы могли сорваться, умчаться, то с ней вы будете, она немного будет вот тормозить вас. Тормозить будет, и как-то более степенная ваша жизнь, я бы сказала, будет. По деньгам все замечательно. Причем я вам скажу, даже вот такой момент может проигрываться, если у вас частный дом, допустим, либо же дача есть. Довольно урожайный год у вас этот период будет очень урожайный, много урожая, если вы что-то выращиваете. Может даже на продажу у вас будет то, что вы вырастите. Ну, такое довольно неплохое время будет. Теперь смотрите, может проигрываться, что в вашей жизни появится ваша бывшая дама. Немножечко так ложку дегтя добавлю, да? Но смотрите, просто что предупрежден, значит вооружен. Может она позвонить, написать, вот как-то она безобидно вроде бы появится, но это будут какие-то ее очередные уловки, манипуляции. Будьте осторожны. Причем у некоторых может проигрываться, что начнется конфликт, какие-то выяснения отношений с бывшей. Это может быть и по поводу детей, и по поводу финансов, какого-то имущества. Ну, то есть она объявится сначала, допустим, может даже безобидно проявиться. Но это будут чистой воды манипуляции. Вот по-хорошему, но постепенно она как-то подлезет и начнет уже, ну, гнуть как бы свою линию, чтобы что-то стребовать из вас, да, сдаить что-то. У некоторых может проиграться, что женщина даже сразу, она не будет ждать, она может сразу как бы так в битву полезть, может сразу начать какие-то выяснения, претензии вам предъявлять. Ну, то есть это чисто манипуляции. Давайте уточним по поводу чего, зачем, что за манипуляции. Знаете, это такая, я бы вот назвала чисто женская месть.
Вот периодически ее штормит. Вот знаете, вот когда особенно у мужчины налаживается личная жизнь, я думаю, вы тоже в курсе этого, что если у женщины, допустим, личная жизнь не налажена после развода, а у мужчины появилась пара, тем более, если это любовь, семья, женщина начинает какие-то пакости делать, палки в колеса вставлять, может даже новой женщине наговорить какие-то гадости о вас. Ну, то есть это будут опять же какие-то мелкие пакости, да, даже касательно финансов, если это, либо еще что-то, вот, да, вот, может быть, она захочет большую часть там дома отсудить, либо денег еще больше, ну, то есть это может быть все, что угодно. Это сделается всего лишь из вредности, да, чтобы, вот если она узнает, тем более, если она узнает, что у вас есть другая женщина, у нее проснется ужаснейшая женская ревность. Несмотря на то, что вы даже разошлись, она будет ревновать, тем более, если у нее никого нету. И просто, вот знаете, вот из мести, из какой-то ревности, когда вот, ну, жаба давит просто, она начнет палки в колеса вставлять, ну, чтобы хоть что-то вам было плохо, ну, хоть где-то было плохо, да. Вот начнет в манипуляции детьми, это могут быть, финансовые манипуляции, ну все что угодно. Ну то есть женщины такой народ, что если им нужно, они могут такой спектакль устроить, что ну просто поверишь только так в этот спектакль. Так, получится ли у нее это или нет? Нет, не получится. У нее не получится ничего. Я думаю, она вот когда появится, она только еще больше вас разозлит своим поведением. Она еще больше, ну как бы сделает вот эту пропасть, которая между вами, она еще больше сделает. Но поссорить с новой женщиной она не поссорит. У вас идет даже семейная карта. У вас, знаете, вот у меня такое ощущение, что с приходом вот этой новой женщины у вас вообще какая-то, ну, полностью меняется жизнь, жизненный уклад, в том числе и по финансам, как я говорила. Вот какая-то стабильность и финансовая, и ну вот любовная, душевная, вот как-то, знаете, вот штиль и ровно все хорошо, когда, да, когда нет каких-то вот бури эмоций, страстей таких вот, знаете, состояние, когда тебе классно, но ты спокоен, и тебе классно, и тебе хорошо, вот в таком плане, да. Когда ты уверен и в своей женщине, когда ты уверен, что у тебя все по финансам будет хорошо, и ты уверен вообще в завтрашнем дне, что у тебя есть и копейка отложенная. Тем более, что сейчас проблемы у многих бывают и с зарплатой, и вот эти все кризисы, да, это все безвозвратно не проходит. Сокращение, да, многих рабочих мест сейчас. Ну, то есть очень такой довольно неплохой у вас период будет, я бы сказала, даже очень хороший. Поэтому вот как раз уйдет у вас навсегда ваше одиночество, ваши финансовые проблемы уйдут, а придет на смену любовь, спокойствие, да, вот гармония, полная гармония во всем вообще в жизни, полная гармония. К этому многие стремятся. Этого многие хотят, но, к сожалению, не у всех это получается. Поэтому, ребята, надежда умирает последней. Верьте, надейтесь, и да будет с вами и любовь, и счастье, и, конечно же, финансовое благополучие. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!